Всем привет! Это «Держитесь там». Программа, которая рассказывает о постсоветском пространстве, но вещает из Литвы. Говорящая на русском, но с прибалтийским акцентом. Порой об ужасных вещах, но зато из уст привлекательного ведущего по имени Андрюс Станис. Хотя, возможно, в Эстонии найдется ведущий и похлеще. Ведь недавно американские специалисты назвали Эстонию самой западной из всех государств постсоветского пространства. А ведь от федеральных российских каналов известно, что мы в Прибалтике во всем согласны с американцами. Так вот, заявляю, это неправда. Мы не согласны. Мы не согласны с российскими каналами, но согласны с американскими специалистами. Смотрите нас, пока нас не раскомнадзорили, не запретили и не посадили. А то, знаете, не ровен час. За безалаберность чиновников на вас могут натравить полицию. Ну, как, например, в Петрозаводске, где администрация написала заявление на гражданина, который за последние 2 года трижды влетал в дорожные ямы, получая после этого компенсацию. Но это как если бы вы пожаловались бы на то, что у вас потребовали взятку, а на вас накинулась налоговая за неучтенные доходы. Или как если бы вы обратились в полицию с жалобой на шумного соседа, а под замок посадили вас, так как ваш сосед прокурор. Или представьте, вы против интернет-запретов и запускаете бумажные самолетики. И вам за это выписывают штраф. Но параллельно вас призывают делать бумажные футбольные мячи в поддержку быстрого интернета на стадионах во время чемпионата мира. Вот получается, что стадионы станут офшорными от насилия островами, на которых разрешены любые мелкие провинности. Избил жену? Плохо. Но если за победу сборной России, то хорошо. Остался у нее синяк, это без сомнения жуть. Но если синяк переливается российским триколором, это патриотично. Ударил человека бутылкой по голове – ужас. Но если стоя и под гимн России, то не считается. Особенно если водка русская. Ну, в общем, все на благо российского футбола. Хотя в скором времени могут пойти дальше и на всякий случай запретить Японию. Почему Японию, спросите вы? Ну, все логично. Бумажные самолетики – это оригами, оригами японское искусство, значит, виноваты и японцы. Все либерально-европейское чуждо? Запрещаем все, где есть 4 буквы евро. Сами евро, конечно, а также неврологов, невроз и автомобили Chevrolet. Могут замахнуться и на евреев. 1 буква всего отделяет. Запретили пропаганду ЛГБТ, далее могут последовать и всякие там подозрительные тандемы. Маркс и Энгельс, Соловьев и Киселев, Путин и Медведев. А то ведь 2 мужчин в тесном союзе – это всегда подозрительно. Хотя не надо поддаваться панике и следует сохранять стальные нервы. Так, как делаем мы, жители балтийских стран. Мы не просто так немного отмороженные, но это мы так характер закаляем. А холодная Балтика, знаете ли, закаляет. И это я не про пиво. Хотя следующую новость на трезвую голову принимать нельзя. На прошлой неделе в соседнем Калининграде в кафедральном соборе Христа Спасителя открылся бойцовский клуб. Видимо, потому что православный человек должен быть силен не только духом, но и телом. Первое правило клуба – не упоминать Господа в суе. Второе правило клуба – бей либералов повсюду. Третье правило клуба – общак держит батюшка. Четвертое правило клуба – не обниматься публично. Я уже представляю, как православные бойцовские клубы распространяются по всей России. Но то тут, то там открываются отдельные школы православных искусств. В Ярославле доблестные мужи умело владеют кадилом. В Перми отпевают так, что приезжают посмотреть весь честной народ. В Рязани не только пироги с глазами, но и добро с кулаками. Поговаривает, что на Дальнем Востоке есть монастырь, в котором в строгости воспитывают православных отшельников-ниндзя, которые под маской ночи бегают по домам и крестят младенцев. Заповеди тоже должны быть под стать православному бойцу. Не убей, но звездюлей навешай. Ударили по правой щеке, втащи в правый глаз. 6 дней дрался, на 7-й отдохни. Больно? Терпи. Бог терпел и нам велел. Кому-то могут показаться богохульством наши слова, а кому то, что в храме учат насилию.
Но не волнуйтесь, дело это не грешное. Ведь клуб благословил сам архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Хотя чему мы удивляемся? Ведь это всего лишь бойцовский клуб. А ведь есть еще подводные лодки, самолеты, ракеты. Освещается все, кроме подъездов и улиц провинциальных городов. Эх, Россия, просвещенная и освещенная, так ведь и до крестовых походов недалеко. И несмотря на все различия между нами, есть в постсоветском пространстве вещи, которые нас объединяют. Любовь к праздникам, нелюбовь к бюрократии, а еще долгое время будет объединять русский язык, так как наше многоязычие не всем понятно. Так, например, экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили рассказал, что его рабочий язык английский. И когда он видел в документах от президента Украины слово «терминово», то есть «срочно», воспринимал это как английское terminate. Он документы прочитывал и потом уничтожал. Рад познакомиться. Хотя незнание английского наверняка было бы хуже. Увидев на строительных документах «дестрой», чиновник бы приказал достраивать объекты под снос. Увидев «smash», он бы затянул «Moscow never sleeps». Боюсь даже представить, что бы сделал чиновник, если бы его попросили документы annihilate или аннуль. В общем, нас объединяет русский язык, а Литву еще 297 километров границы с Калининградской областью, на которой мы построили заборчик протяженностью 45 километров. Ну, конечно, для России это слишком много, а для Литвы слишком мало. Но, как говорится, 45-45, забор ягодка опять. По официальной версии, таким образом мы спасаемся от российской пропаганды, ну, то есть контрабанды, а также от всяческих животных, которые пытаются пересечь нашу границу. Лоси, кабаны и прочее зверье вроде ночных волков. Тем же занимаются и наши соседние республики Беларусь и Польша. В Бресте мотоциклистам из ночных волков, отправившимся мотоколонной на Берлин, отказали в гостинице, а в Польшу вообще не пустили. Многие могут сказать, что все это происходит от того, что мотоклуб поддерживает Путина, а их акции довольно радикальны. Но мне кажется, что вся беда в названии. Будь они ночные хамелеоны, они бы могли менять окрас с цветов российского флага на цвет Евросоюза и пересекать еврограницы без проблем. А чтобы их все любили, им нужно было взять название «Ночные бабочки». Но тут главное не продешевить. И очень важно не переборщить. И не назваться, например, ночными грифами, а те ведь падалью питаются. Хотя кто знает этих ночных волков тоже. Они тоже у кормушки крупного зверя и отрывают по кусочку, только с позволения хозяина. Большая колонна ожидала всех, неважно, кто, значит, они сказали, что это их ответ за нашу инициативу, отвечать за их инициативу. Жизнь, она такая штука, если кого-то не пускают за границу, то других призывают вернуться оттуда. Россотрудничество предлагает российским студентам, которые проходят обучение в Великобритании, вернуться на родину. Создатели проекта уверены, что большая часть обучающихся за рубежом хотела бы вернуться в Россию. И вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке. И действительно, ведь Англию и Дальний Восток легко перепутать. На первый взгляд даже не отличишь. В Великобритании правит королева, в дальневосточном регионе королевой считается любая продавщица, отпускающая в долг бутылочку 0,7. Так сказать, лицензия на буйство для своих агентов. Традиционная английская телефонная будка, она же кабина, давно канула в лету. В отличие от традиционной кабины дальнобойщика на трассе Москва-Владивосток. Она давно заменила ему и целую телефонную станцию, и туалет, и душ, и даже дом. И если по Лондону разъезжают двухэтажные автобусы, то от любого пассажира, любого автобуса во Владивостоке можно услышать трехэтажный мат.
В любой подворотне городских окраин Дальнего Востока можно так огрести, что лодочная регата по Темзе, Оксфорда и Кембриджа покажется им детской прогулкой. А на каждого английского хулигана найдется своеровный пацанчик с района, которому, чтобы добить телефон, не обязательно разбираться в футболе. Любой студент-лингвист из британских вузов взвоет от радости, когда услышит, на каком языке изъясняются дальневосточные портовые грузчики. Оказывается, для погрузки одного корабля нужно только 2 слова и 5-6 предлогов. Студентов современного искусства удивят поделки из хлеба, сделанные жителями солнечного Магадана и Сахалина. А их нательные рисунки расскажут больше, чем любой учебник истории. А чтобы не брали или брали только в рублях, нужно воспитывать молодежь в патриотической струе. Вот так в экспертном совете при вице-спикере Госдумы Ирине Яровой предложили создать секретные НИИ по разработке правильных патриотических игрушек, чтобы обезопасить российских детей от вредных игр и игрушек, созданных по западным моделям. Зачем, спрашивается, выдумывать новые, но если есть проверенные советские наработки? Неваляшка или же Ванька-Станька символизирует волю русского человека. И как бы ты его ни нагибал, как бы ты его ни швырял, он все равно встанет, выдержит, вытерпит и пойдет голосовать. Солдатики. Он помнит таких из детства. Все они были одноцветные, без опознавательных знаков, но каждый ребенок четко понимал, где чьи войска. Потому что таким войскам чаще всего противостояли индейцы и ковбои. И вот тут тонкий сакральный смысл. Ковбои и индейцы были чаще всего коричневого цвета, и детей изначально программировали, что на том континенте живут люди так себе. Но вершиной секретных игрушечных разработок, конечно, до сих пор являются те игрушки, которые дает нам сама мать природа. Во-первых, палка. Палка учит приносить и ценить все остальные игрушки. Развивает творческие способности, абстрактное мышление и учит держать православный удар. Шишки, желуди, каштаны обладают теми же свойствами, что и палка. И при наличии пластилиновой фантазии могут превращаться в животных, в автомобили и даже в подарок маме на 8 марта. Но главной игрушкой был и будет мяч. Мяч – это символ власти, закона и законотворческой деятельности. Ведь именно с помощью мяча можно научить детей бороться с санкциями и вводить контрсанкции, потому что только с его помощью можно определить, съедобное это или несъедобное. В жизненной игре «Квадрат» нужно выбить человека с его исконной территории, а так как играет на улице, то и территории эти размыты. Классическое «хали-хало», конечно, нужно переименовать «хвали-хайло». В России распространен вариант с буквой «У». Ведь стоит помнить, что у кого мяч, тот и главный. А мяч можно бить, кидать, ругаться на него, и он хоть и сдувается, но остается главной игрушкой. Потому что это выбор россиян. Ну а теперь переходим к главной теме нашего выпуска – майским праздникам. Почему? А потому что майские праздники для каждого россиянина – это ответственные соревнования для печени, настроения и любви к ближнему. Как говорится, my heart will go on. А на душе от слов и рифм перебор, перебор. Ведь по асфальту каблучки, и здесь орет месяц май. И здесь коты и мужички. Приезжай, приезжай. Давайте разбираться. Почему в мае дома не сидится? Кто ходил и куда? Что жарить, если не шашлыки? Движение майских праздников и митингов началось за несколько дней до 1 мая. В последние дни апреля прошли акции против столетия Солженицына. Пикетирующие требовали не праздновать круглую дату, не устанавливать памятник и исключить архипелаг ГУЛАГ из школьной программы. Потому что лагеря бывают только пионерские, и туда ссылают только за хорошее поведение. А в школьной программе должна появиться повесть «Один день Владимира Владимировича». Это такая же страшная повесть, как про Ивана Денисовича, но только главному герою в ней хорошо.
Дети не должны читать и знать о том, что власть бывает неправа. Не поверите? Но так и говорили. Все это неправда и клевета. Правильно? За клевету надо исключить не только Солженицына, но еще и Гоголя. Потому что хохлы сунут свой нос куда не нужно. А мертвые души, наоборот, изучать подробно, так как это произведение должно стать памяткой ЦИК на выборах. Потому что у главного кандидата есть свои чичиковы, которые купят голоса живых, мертвых душ за колбасу, печенье и сладкие обещания. Также из программы будет исключен Достоевский. Во-первых, потому что преступление и наказание – это понятия, которые в России не могут стоять вместе. А во-вторых, потому что правильно говорить не идиот, а депутат. А также предлагаем из школьной программы по математике исключить многочлены, потому что можно быть членом только одной партии, так сказать, единочленом. А следующий майский парад состоялся в поддержку тех, кто хочет читать то, что его душе угодно. По данным организаторов, на митинг в поддержку Телеграма собралось 12 тысяч человек. Участники митинга запускали бумажные самолетики, и все было так хорошо, пока не появился Навальный. И тогда пошли требования: прекратить блокировки в интернете, отозвать закон Яровой, люстрировать власть. Возможно, имелось в виду иллюстрировать власть. Ну тогда к бумажным самолетикам нужно было добавить и цветные фломастеры, чтобы каждый мог нарисовать на самолетике все, что думает о руководящем составе. А если бы принесли цветную бумагу и клей, можно было бы сделать аппликации на тему «Как я провел этот май». Но принесли только бумажные самолетики, и обошлось все без единого ареста. А организатор митинга Михаил Светов на вопрос, какие цели были достигнуты, ответил: никакие. Никаким оказался и одиночный пикет сына главы Роскомнадзора, который вышел с плакатом против действий отца и блокировки Телеграм. Зачем создавать неудобства людям, твердим мы ему вместе с мамой. А вот недавно папа с нами согласился. После инаугурации президента собрался уходить. И если раньше время отмеряли Рождеством Христовым или нашей эрой, ну, то теперь до и после инаугурации. Представляете разговоры наших потомков? А это когда произошло? Это через 2 года после инаугурации. 3-й или 5-й? Ну, пожалуйста, 12-й. 1 мая, параллельно параду «Мир, труд, май», прошла и монстрация. Шествие с абсурдистскими плакатами. Примечательно, что активистку с плакатом «Пудинг-вор» полицейские заставили закрасить слово «вор». После чего участники акции стали скандировать: «Пудинг просрочен!» Эх, жаль, что я на 5 лет не въездной в Россию. Я тоже бы подготовил плакаты про других членов правительства. Чушь, мутько и компот. 2-й канал на киселе. О, голодец, хрен с ней. На закон Яровой рот не раздевой. Трутнев в улье не нужно. По ком звонит Колокольцев? Зеленое море Шойги. А у нас все Пучков. Лавровый глист. А если бы вдруг правительство Российской Федерации решило монстрировать меня, то это выглядело бы как бы просьба, которую я с удовольствием исполняю. Топи нас. 5 мая начались и протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального. Судя по этим митингам, теперь в России к классическим бедам добавились еще 2. Дураки, дороги, дети и деды. Одни требовали свободы слова, другие не свободы тех, кто хотел свободы слова. Одни хотели перемен, другие хотели разнообразить выходной день. С одной стороны орали «Путин вор», с другой «США не пройдет». Одни молодые и дерзкие, другие «Сталина на вас нет». Никто в эти дни не работал, даже интернет и телефонная связь. На вопрос о сбое сети представители компании ответили очень просто. Связи не было, потому что велись работы по улучшению качества связи. Это примерно так же, если у ОМОНа спросили: зачем вы бьете беспомощных людей, а они бы ответили: затем, чтобы в России был мир и порядок. А если чиновников спросить: зачем вам только миллионов, они ответят, что как в математике.
Мол, их функция стремится к бесконечности или к нулям. Почему низкий уровень жизни? Так как ведутся работы по его неуклонному росту. Только в Москве на митинге было задержано около 600 человек. Это становится красивой весенней традицией. Как посевная, только вместо семян люди, а вместо полей автозаки. И, как говорится, можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как задерживают в митингах Навального. Задержание уже становится интернет-фольклором, и поговорки о них уходят в народ. Сколько Навального не сади, все равно в карман олигархов смотрит. Навальный с митинга политикам легче. Не плюй в автозак, сам там окажешься. Или в автозаке не битый, битого везет. Не подвело и казачье войско. Они, как в лучших традициях фильма «Неуловимые мстители», расправлялись с теми, кто, по мнению московских властей, оказался плохими. И вершили правосудие нагайками. А следующей масской акцией была акция Сергея Удальцова против инаугурации Владимира Путина. В отличие от митинга Навального, она была согласована с властями, задержанных оказалось всего 5 человек. По оценкам организаторов, на акции собрались около 1000 человек, хотя полиция насчитала 180. И тут складывается вопрос, то ли Удальцов хорошо провел майские праздники и у него троица в глазах, то ли в полицию берут исключительно гуманитариев. Давайте считать. 180 официальных митингующих, минус 5 задержанных. Получается 175. 1 плюс 7 плюс 5 это равно 13. Чертова дюжина. 1 плюс 3 равно 4. Четвертый срок Путина. Все, круг замкнулся. Самого дьявола на площадь они, конечно, не вызвали, но очень старались. А он тихо, мирно, как говорится, без лишней помпы, прошел обряд инаугурации, что и стало практически финальным аккордом майских праздников. Так сказать, бал сатаны, как в романе «Мастер и Маргарита». На кремлевский шабаш особенно никого не звали. Литовская делегация приглашения не получила, наверное, потому что наша Далюшка масло постоянно в огонь подливает на заседаниях Евросоюза и НАТО. Самое время в буквари детские вписать скороговорку. Путин инаугурировался, да не выинаугурировался. В общем, назначил себя президентом и в ус не дует. Речь старого нового президента не отличалась от предыдущих. Самым интересным оказался автомобиль, на котором приехал ВВ. Ну как приехал? Подкатил на отечественном произведении автомобилестроительного искусства. Из характеристик автомобиля можно выделить только одну. Расход топлива и бюджета прямо пропорционален откату. А к 9 мая каждый год готовится так, что забывают о самом празднике. В прошлом уже была и мебель в цвета георгиевской ленточки, и водка в том же, скидки в стриптиз-клубах в честь Дня Победы и ряженые в камуфляж обезьянки. Хедлайнером же этого года стали шоколадные наборы. Участникам Саратовского бессмертного полка раздали шоколадные ордена. Как говорится, народная память будет съедена и выйдет наружу. В Симферополе раздали наборы «Шоколадные деды». Что интересно, в наборе есть копия шоколадной береты, которая состоит на вооружении в армии США. Уж не шоколадные ли эти проделки Госдепа? Это еще где? В священном Крыму. Ну а в Екатеринбурге обошлись без шоколада, но зато в экстремальных условиях, приравниваемых к боевым. Там устроили репетицию Парада Победы в летней одежде в снегу. Военные в полушубках, а дети в шортиках. И вот это настоящая победа, друзья. И, как обычно, в конце выпуска финальная мудрость от программы «Держитесь там». Если в начале января у вас родится ребенок, значит, майские праздники вы провели не без удовольствия. А я прощаюсь с вами до следующего раза. Увидимся ровно через неделю. Пока и держитесь там.